Привет, преданные фанаты! Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Потому что здесь вы будете следить за историей Тэйона и Чингука, как никогда раньше. В следующем году они отправляются в большое путешествие, в Россию. Тихим днем в репетиционной комнате Тэхён сидел в углу, уставившись в свой телефон. На экране были видны русские пейзажи, падающий белый снег, красочные исторические здания Красной площади и манящее зимнее небо. Чингук, только что закончивший вокальную практику, подошел, с любопытством наблюдая за взглядом друга. «Хён, что ты смотришь?» — спросил Чингук, слегка запыхавшись. Тэхён слабо улыбнулся. «Я смотрю на фотографии России. Не знаю почему, но я очень хочу туда поехать». Глаза Чингука загорелись. «Россия. Го, я тоже. Мне всегда было интересно, каково это — стоять под толстым слоем снега и увидеть собор Василия Блаженного своими глазами. К тому же, зимой там так красиво». Они начали обсуждать планы, словно поездка была неизбежной. Тэхён представлял, как прогуляется по Москве-реке в теплом пальто, а Чингук как сфотографируется посреди пустынной Петербургской улицы. Они шутили о том, как попробуют настоящую русскую еду, прокатятся по Транссибирской магистрали и увидят северное сияние. Но за этими шутками скрывалась настоящая искренность. Для них Россия была не просто местом для туристов, а местом любопытства и мечтаний. «Однажды, Хён, — сказал Чингук, похлопав Тэхёна по плечу, — мы постоим там и создадим воспоминания, которые никогда не забудем». Тэхён лишь улыбнулся, глядя в окно. Он молча пообещал, что когда придет время, Россия станет свидетелем их совместных приключений. Через несколько дней после того дневного разговора Тэхён и Чингук сидели рядом в холле общежития BTS. На столе перед ними лежал открытый ноутбук. Несколько заметок и дымящаяся чашка кофе. «Хён, если мы хотим поехать в Россию в следующем году, нужно начать прямо сейчас». «Они сказали, что получение визы и планирование всего занимает время», — сказал Чингук, открывая новую вкладку в браузере. Тэхён с энтузиазмом кивнул. «Верно. Я также хочу убедиться, что мы сможем приехать в подходящее время года. Если возможно, зимой, чтобы увидеть настоящий густой снег». Они начали искать информацию, от цен на авиабилеты, рекомендаций городов, которые обязательно стоит посетить, до расписания арт-фестивалей в Москве. Чингук записывал все свои идеи в блокнот, пока Тэхён деловито отмечал фотографии мест их мечты на Пинтерест. «Хён, сначала нам нужно съездить на Красную площадь. Это как символ России», — сказал Чингук, указывая на фотографию величественного собора Василия Блаженного. «Я еще хочу сходить в Эрмитаж в Санкт-Петербурге», — ответил Тэхён. «И, может быть, мы могли бы прокатиться по Транссибирской магистрали. Представь, мы могли бы увидеть виды России с запада на восток». Они также говорили о маленьких, но важных вещах, например, о том, чтобы выучить несколько слов по-русски, попробовать местные блюда, такие как борщ и пельмени, и даже немного поспорили о том, кто будет фотографом, а кто главной моделью. Среди смеха чувствовалась серьезность. Для них это был не просто случайный разговор, а начало большого плана. «Давай начнем копить прямо сейчас», — сказал Чингук, закрывая ноутбук. «В следующем году, Хён, Россия ждет нас». Тэхён улыбнулся, его глаза заблестели. «Да, и когда мы будем стоять там, мы будем вспоминать этот день и день, когда мы начали писать эту мечту». Через несколько недель после того, как они начали планировать отпуск, во время их вечернего разговора возникла новая идея. Чингук, лежа на диване и играя на гитаре, тихо сказал: «Хён, давай не просто поедем в отпуск, но и дождемся проекта в России. Тогда у нас будет хороший повод туда съездить». Тэхён, любуясь ночным небом из окна, тут же поднял голову. Ты имеешь в виду фотосессию, концерт или что-то в этом роде?» «Да, кто знает, может быть, в России есть какой-нибудь бренд или журнал, который хочет с нами сотрудничать.
Если у нас там есть расписание, мы можем продлить отпуск на несколько дней. Это сэкономит время, деньги, и мы также сможем встретиться с нашими российскими фанатами, ARMY. Эта идея сразу же накалила обстановку. Они с энтузиазмом принялись обсуждать варианты. Тэхён представил фотосессию в заснеженной Москве на фоне классической архитектуры, а Чингук — выступление на камерном концерте в Санкт-Петербурге, а затем прогулку по ночному городу, освещенному огнями. Через несколько дней они тихо сказали своему менеджеру, что если им предложат проект в России в следующем году, они будут очень заинтересованы. «Мы готовы в любое время», — с улыбкой ответил Тэхён. В ожидании новостей они продолжали готовиться к поездке, копили деньги, немного учили русский и даже заказывали зимние куртки онлайн. Чингук отметил в календаре декабрь следующего года, а Тэхён создал специальный плейлист с русскими песнями для поднятия настроения. Для них ожидание этого проекта было словно ожидание приглашения в мечту. Каждый день они представляли себе день, когда придет сообщение: «Ты едешь в Россию в следующем месяце». И когда оно пришло, они поняли, что их ждет не только работа, но и приключение, о котором они давно мечтали. Слухи о желании Тэхёна и Чингука поехать в Россию постепенно распространялись среди ARMY. Хотя они официально об этом не объявляли, фрагментов их выступлений и коротких интервью было достаточно, чтобы воодушевить фанатов. В социальных сетях начали появляться хэштеги вроде «Решетка Тайка Актаруссия». Отредактированные фотографии Тэхёна и Чингука на фоне собора Василия Блаженного или с российскими флагами в руках разлетелись по Твиттеру, Инстаграму и ТикТоку. «Надеюсь, однажды они действительно приедут к нам», написал один российский ARMY в комментариях. «Представьте, что у них концерт в Москве, а потом они тусуются с фанатами», написал другой. Не только фанаты из России, но и ARMY со всего мира также выразили свою поддержку. Они организовывали небольшие фан-проекты, от отправки писем в агентство до создания фан-артов, изображающих Тэхёна и Чингука, наслаждающихся зимой. За кулисами Тэхён и Чингук наблюдали за всем этим. Они улыбались каждый раз, когда видели отредактированные версии или фан-видео, наполненные молитвами и надеждами. «Щон, они очень хотят, чтобы мы поехали туда», — сказал Чингук, показывая видеоподборку российских фанатов, которые благодарят их за то, что они решили приехать. Тэхён тихо вздохнул, его взгляд смягчился. «Если соберется столько молитв, я уверен, Бог укажет путь». С тех пор новостей о проекте в России ждали не только они двое, их ждали миллионы сердец. На каждом концерте, в каждом прямом эфире звучали комментарии вроде «Увидимся в России», «Приезжайте в следующем году» или «Ждем вас в снегу». А для Тэхёна и Чингука эта поддержка была не просто мотивацией, это было негласное обещание, что когда наступит этот день, они придут не просто работать, а исполнить те надежды, которые они так долго лелеяли вместе со своими поклонниками. Это путешествие, возможно, еще не началось, но мы уже прошли каждый маленький шаг вместе. От простых разговоров в репетиционной комнате до смеха, скрывающего тайные планы, Тэхён и Чингук посеяли семена мечты, которая растет благодаря всем нашим молитвам. Россия — это не просто пункт назначения на карте. Это обещание приключений, холодный снег, который согреет наше сердце, когда мы будем путешествовать по ней вместе. Это история, которая еще не написана, но уже кажется реальной в нашем воображении. И для миллионов ARMY по всему миру эта мечта не только их. Это мечта, которую мы храним вместе. Мечта, которую мы шепчем в каждом комментарии, молимся каждую ночь и отправляем каждое сообщение поддержки. Однажды, кто знает, когда эта новость придет. Дверь откроется, и их шаги ступят на российскую землю. Когда этот день настанет, мы узнаем, все эти молитвы не были напрасны. А пока, давайте хранить эту надежду в наших сердцах, беречь и ждите вместе. Ведь мечты, за которые мы боремся вместе, всегда найдут свой путь.